Ребят, всем привет! Сегодня у нас уникальный ролик. Будем снимать кастом, заодно пообщаемся на тему Hot Wheels. Ну и вообще будет прикольный ламповый ролик. С чего вообще начинается кастом? Давай вот. Давай сначала определимся с моделью. Смотри, да? Так Да. над цветом туда. Ну, да, я сейчас сюда достану. Давай. Тут чуть-чуть есть того, что под проекты у меня. Так, ну и 34-й, правильно делаем? А, ну как раз как у меня вот был, да? Да, да. То я как раз в Новосибирске обменял. А что еще есть? Вот так вот, допустим. Ну, если есть вариант. Выбрать. Что еще есть? S2K. Porsche есть. Porsche. Это у нас Ну, конечно, самый Всё. культовый пока смотрится. Panamera. Nissan. Ну, он такой самый хайпажор. Так, ладно, ребят, делаем 34-й. Спойлер, скоро в новом ролике о кастоме тоже будет 34-й. Выбрали модель, что дальше? Сверлим. Дальше надо ее разобрать. Так, какое-то сверло специальное или что? Вот, Сейчас представь, что я покажу. вообще ничего не знаю. Ну, сверло 4 по металлу обычное, в принципе, покупалось в строительном обычном магазине. Мгм. И клепки высверливаемые. Соответственно, не надо там прям до того, да? Да нет, делать? просто вот снять, чтобы заклепка с пластика слетела. Мгм. Тоже на невысоких оборотах. Да, по чуть-чуть. Прям чуть-чуть, да? Все. Всё отлично. Ну и, собственно, вот что мы получаем на выходе. Мгм. А вот колеса обычно ты куда деваешь? Вот Выход? сюда. Нет, пока, кстати, пока у меня все колеса, вот они лежат. Ого. Нифига себе. Ну, Слушай, я- вот в теории Да. они вообще нужны кому-либо или нет? Что с ним можно делать? Ну, у них есть интересные, типа вот, видишь, они как штампы похожи, что-то на то. Сейчас, фокус. Ну. Вот, они, в принципе, сами по себе довольно интересные. То есть, если накинуть на них как-то резину попробовать, то еще можно их куда-то пристроить. Ну, а так, по большому счету, ну, не знаю, на диораму какую-то присобачить их. Так, для вида чисто и все. Поэтому пока не выбрасываю. Я понял. Короче, вдруг пригодится. Ну да, да. Дальше снимаем краску. Ванночка, точнее. Так, вот самое, мне кажется, интересное, короче. Что нужно для того, чтобы снять краску? А вот сейчас все покажу. Все всегда спрашивают, чем снимаешь краску, как снимаешь краску. Так, Ну, я, смотрите, в принципе, всегда всем отвечаю, когда спрашивают. Изначально я снимал аэрозолем для снятия краски специально. Я в Леруа покупал, брызгаешь на модель. Ну, в принципе, справляется более-менее, но не очень. Не так хорошо, как хотелось бы. Некоторые в растворителе замачивают, но это, во-первых, очень долго, во-вторых, не всю краску он снимает. Я сейчас вот гель использую. Где его покупаешь? На Озоне. Вот банка, вот это примерно 500 рублей что-то стоит. Ты сами пусть ищут, а то это реклама какая-то. Надо доплачивать. Ну да. Так, а сейчас что-то делать? Чтобы держать, короче. Ну да, чтобы не руками, потому что довольно-таки ядовитая штука. Ну да, кстати, обратите внимание, одел перчатки. Да, обязательно. Все цивильно. Желательно еще, наверное, очки одевать, если вы криворукий. Кстати, насчет очков, у этой банки, у нее вот крышка, и сверху еще была железная заглушка такая. И я первый раз, когда ее снимал, она очень неудачно отлетела в сторону. Так что очки, в принципе, лишними точно не будут. О, капелька. А краска будет у нас спучиваться, да? Да? И дальше просто кисточкой на модель. Такие крашки какие-то. Мгм. Ну, кстати, не пахнет особо ничем. А он сильно и не пахнет. Он когда водой потом смывать, тогда будет чуть-чуть пахнуть. А так... Ну, я просто к тому, что если вдруг кто захочет дома делать, А, да, подумает, вообще что без это проблем. что-то воняет. Вон, краска уже начала А, спучиваться. да, прикольно, прям на глазах. А я вообще думал, это все таймлапс, когда они так ускоряют.
Ну, чуть-чуть, может, ускоряют, но не прям намного. Потому что, ну вот, буквально сколько тут прошло, 3 минуты не прошло. Ну да. Она уже начала вздуваться. Прикольно. Руками точно это все не трогаем. Да, ни в коем случае. Потому что даже через перчатки оно все равно печет, если залезть буду случайно. Это, кстати, голосом банальщины. Но вдруг нас будут смотреть дети и, так сказать, не подумают об этом. Так, это прям хирургические такие ножницы. Ну, это зажим, да, кстати, хирургический. Ну, здесь уже сама послазила даже краска. Вживую она такая уже лохматая, как елка. Новогодний выпуск как раз. Ну, соответственно, здесь надо прям быстренько все сделать, да? Чтобы успеть, пока все это, так сказать, снимается. Да не, Снимается. она, ну вот ты краску, эту штуку нанес, смывку-то, и все, она краска слезла, она назад уже не приклеится. Я просто, чтобы хорошо промазать везде, чтобы сняло, чтобы потом еще раз не морочиться с этим же. Ну, то есть щеткой тут даже особо усилий прикладывать не нужно, она и так вся краска слазит от смывки. Ну да, просто чтобы посчищать все нормально, да и все. Вот здесь, конечно, уже немножко есть запах. Ну такой прям памятник. Да, ну и то это из-за реакции с водой. Все. Краска снята. Вот у нас пациент готов. Так, что, сейчас просто просушиваем, да? Ну да, вытереть от воды весь. Ну, в принципе. Сейчас какие-то нюансы есть, вот ты сейчас смотришь так внимательно. Ну, чтобы краски нигде не осталось. Потому что бывает иногда вот в зазорах остается в проливке, то там уже можно иглой просто пройти, выколупать краску и все. Соответственно, если что-то осталось, то надо либо еще раз раствором, Ну, либо еще раз смывкой, да, либо если можно иглой, то иглой пойти механически поубирать. снимать. Да. Ну просто к тому, что что-то проленится. Так, а вот это что такое сейчас? Это я включил аэрограф. Сейчас продуть можно труднодоступные места от воды, просто воздухом продуть. Аэрограф вот такой, сколько стоит? Аэрограф самый обычный, маникюрный, стоит 4000 в сборе с компрессором полностью готовый. Ну, я решил не особо заморачиваться изначально насчет аэрографа, потому что не знал вообще получится ли что-то или нет. И, соответственно, тратить там какие-то 10-15 тысяч на хороший аэрограф сразу, ну, смысла не было. Поэтому взял как бы так на пробу, и, в принципе, он пошел нормально вполне. Ну и в теории, хватает его его. можно потом продать примерно за эти же деньги, наверное. Ну, Может, плюс-минус. чуть-чуть Ну, там чуть касается. дешевле, ну, в принципе, да, Потому что, скорее можно. всего, какие-нибудь девочки купят для тех же ногтей. Да, да. Ну и для нашего масштаба его, в принципе, с головой хватает. Это если большие модели красить, там 24-18 масштаб, то уже, может, конечно, его маловато будет, а у нас вполне хватает. А здесь котик кушает. Ну, чтобы люди понимали, что за звуки. Давай цвет выберем, может? Давай цвет выберем. Как цвет выбираем? Значит, что у нас есть? Хром не нужен. Это будет сине-фиолетовый, как я делал уже. Нет, да, без синего фиолетового. А это выкраска этих цветов. Ну, нифига себе, как у тебя все профессионально. Не, Выкраска причем на таких ногтях. Да, прикольно. наш 03, он будет вот такой. М. Это не зеленый он будет. Это, короче, как у РЛК, вот сейчас новая должна быть, это джипик выйти. Ну, Да. тот более синий, а этот он такой Более зелено-фиолетовый. вообще цвет прикольный. Вот это, да. А я в него тоже уже делал. Как раз, который Датсун у меня стоит, вот он в него покрашен. Майский жук можно сделать, это как боншейкер. Ну, джук, мне кажется, прикольно будет смотреться. Вот этот? Да. Ну, давайте на нем и остановимся. Ну, надо подобрать цвет. Кстати, по поводу цвета. Короче, совпало так, что я участвовал в конкурсе. Выиграл, короче, набор для удаления сколов на автомобиль свой. Приехал к ребятам, ну, отдал запчасть своего автомобиля, чтобы они цвет подобрали. И, короче, так с ними пообщался и спросил, могут ли они покрасить модель Hot Wheels. И что говорят? Вот, сказали, что могут, короче, типа, вот, ради прикола мы, наверное, это сделаем. Вот как ты думаешь, есть ли смысл красить автомобильной краской модель Hot Wheels, либо будут какие-то проблемы?
Да, в принципе, я думаю, можно попробовать. Главное, чтобы получилось слой тонкий сделать. Ну, наверное, Потому что да. если перелить, то... Но они же красят, у них же есть эти пробники, модельки. Они же красят, там все нормально. Ну, я просто сам не сталкивался с автомобильной именно краской, поэтому трудно так сказать. Но я Мне думаю, тоже, да, для многих интересно. Да, Чисто да. ради эксперимента. Так, для тех, у кого нет балкона, нужна такая коробка, а? О, ребят, короче, это, кто там уркастый, берите на заметку, делайте себе. Думаю, реально прикольная штука. Все активировано, да, я видел, ты нам за кадром подключил какую-то шайтан-машину слева. Это, я так понял, лампа, да? лампа, да, ультрафиолетовая лампа сушить, чтобы... Прям все надо хорошо бежать. Мгм. Так, а краска же внутрь особо не кладется. А я крашу внутри тоже все равно. Ладно. Чтобы арки все были прокрашены, и стойки все со всех сторон, чтобы нормально все было прокрашено. Короче, чтобы прям, если разобрал, как завод. Да, да. Ну, То вот некоторые стараюсь, видел, по каску крайней мере. делают, там у них колеса соединены чуть не на жвачку. Ну, вот это вообще, мне кажется, полный кошмар. Опа. Так, а что за фирма краски? Это не краска, это гель-лак для ногтей. Реально? Да. Прикол. Короче, почти 90%, да, я так понимаю, все от лака подходит. Ну, от ногтей точнее. Да. Все от ногтей подходит к хоппинсу. Ну, тоже, конечно, не с первого раза это все получилось. А в чем сложно было? Ну, сначала я пробовал красить просто так, кисточкой по машинке. Понятное дело, он не разравнивается нормальным слоем. Эти все полосы остаются, и это все видно. Потом уже через аэрограф пробовал. Потом дошли до того, что нужен разбавитель. Не помню, здесь он есть еще. А вот какие пропорции примерно? Ты сейчас Да я на глаз делаю всегда. Так, чтобы, ну, чтобы аэрограф продавливал его. А вот по краске, что дешевле выходит или дороже? Купить вот эти вот краски для ногтей, либо все-таки искать краски для моделей? Я привык уже так делать, тем более, получается, и за счет втирки интересные цвета. Я и обычными красками тоже крашу иногда. Вот красный, например, черный, белый, это все обычной краской было, ну, я делаю. Ну, обычно для моделей. Ну, да, да. Смотришь, обычно сейчас люди побегут за За акварель гуашь, да? Да. Так, вот сейчас ответственный момент. Заливаем все внутрь. Короче, надо, чтобы половину хотя бы, а нет, там вообще 1/3. Да, там меньше, да. Сильно много не надо. Так, это название краски, да? Ага. Но это обычная краска. Ну, Не для обычный ногтей. для ногтей. А, для Там ногтей? написано для аэрографии на ногтях. Она готовая, сразу для аэрографа уже прикольно. разбавленная. Все как надо, просто заливаешь и красишь. Лаки стоят примерно вот эти что-то рублей 600, по-моему, стоят. Ну и сколько тебе хватает окрасить моделей одной банки за 600 рублей? Ну, штук 6-7 где-то так. я Ну, думаю. нормально. Да. Ну, точно не могу сказать, ну, примерно где-то так. Крышки никакой нету? Есть, но я не закрываю, чтобы видно было, сколько остается. А, Это если много прям наливаешь, тогда лучше, конечно, закрывать, чтобы не перелить его. всем. Такой, понимаешь, Так, ответственный момент. вперед. Вообще не видно. Короче, если у вас цвет не ложится, надо еще обезжирить. Так, ты добавил другую краску? Не, это разбавитель. А, добавить. Чуть пожиже сделать. Ну, вот, да. Так перемешиваешь. Ага. Знаешь, Ну, закрываешь пальцем, да, и воздух допускаешь. делаешь так. А то, что он сейчас напенился. это Ну, нормально? ничего страшного. Еще раз попробуем. О, Но пока он больше такой серебряный. получается. И надо еще что-то положить сверху, чтобы... ну, а потом втиркой. Он это сейчас, так сейчас как кэнди, да? Вот. ну, типа, кэнди не так делается Там вообще. тоже, но тоже хромированный слой, а потом... там сам корпус полируют. Ага.
Так, вот здесь сейчас надо внимательно класть, чтобы слой там не Ну да, чтобы не сильно толстый слой, и при этом, чтобы везде было прокрашено. Ну вот есть какой-то лайфхак, там, не знаю, может от края до края, там, водить аккуратно, или как? Какие-то такие есть моменты? Ну, обычно берут просто с запасом. Вот ты, когда начинаешь красить, ты нажимаешь еще до модели, проводишь полностью через весь корпус и потом уже только отпускаешь, чтобы не было как бы наплывов на самой тушке. Ну, видишь, как спектра черная, которая, она же тоже такая же чуть... Но когда на глазах темнеет как будто, нет? Да нет, не должен. Просто до этого был более светлый как будто. Сейчас он минуту будет просто сушить. Не понял. Короче, так стоим, ой, так держим, главное модели не дотронуться. Ну да, ничего не То зацепить. будет жопа. Так, ребят, на этой штуке еще, оказывается, таймер есть. У нее вот 5 секунд, 30 секунд и минута. Ставишь сколько надо и все. Ты просто сдаешь 2 минуты и все. Ждешь с одной стороны, с другой стороны. И потом еще по кругу по чуть-чуть. Как стейк. Типа того, Кто да. готовит, тот таймер. Есть какой-то момент, что там можно передержать, либо еще что-то будет? Можно не подержать. Короче, лучше дольше, чем... Да. Потому что он когда высохнет, дальше уже ничего ему не будет. А если не досушить, то придется все заново делать. Теперь берем втирку и делаем, собственно, цвет спонжем. Ну и, соответственно, наносим опять какой-то штукой для либо лака, либо Для ногтей. пудры, там. Ну, спонж. Это спонж Чё-то называется. из женского магазинчика. Да, да. Ну, то есть сначала делаем то, что свободно можем достать, а потом уже все труднодоступные места. Ну, уже какой-то более тонкой кисточкой, да? Угу. Ну, конечно, на видео особо не видно, что там у тебя не проработано. Под спойлером, да? Убираем лишнюю втирку, все. Потому что если... Как ее определить? Вот, давай. Ну, оно, видишь, она вся как в песке, как будто в пыли, Ну машинка. да. Ну, ее видно прям. Просто вот так вот. Так, дальше здесь без фанатизма, наверное, да? Или как? Ну да, просто лишнее смахнуть и Ну, все. Краску мы сами уже не снимем, это кисточка. Не-а. Я ж Так. не сильно давлю. Кисточка мягкая должна быть. Так, ребят, если вы супер-пупер шарите в кастоме и удивляетесь, почему я спрашиваю такие вопросы, то извините, я не шарю. И думаю, другие зрители, которые смотрят, тоже не особо шарят. А без белого цвета, ну вот у меня есть белая пленка, да, есть прозрачная пленка. Если делать на прозрачной пленке, то его адекватно будет видно только на белом кузове. А если делать на белой пленке, то надо четко по контуру вырезать, чтобы не было лишнего белого. Так, это у нас что? Фар? Они у тебя все одного размера, соответственно. Ну, уже подогнанные эти, да. Короче, ребят, там что-то происходит. Мы это, правда, не видим. Ты сам-то видишь это? Да. О. Так, это у нас фара одна, да? Угу. Теперь понятно, почему в основном остальные кастомы не снимают, как они декали вырезают. Очень мелко. Ну, в таком-то масштабе, да. Короче, ребят, он там не ногти срезал, он там декали вырезает. Поверьте мне, как говорится, на слово. С пары. Делаю так. Теперь осталось их наклеить. Что нужно для этого? Вода? А просто вода? Да. А клей там специальный? Нет. Или у них там все есть? Просто вода. Типа в бумаге есть специальные свойства для клея или что? А Как? там же не бумага, там пленка. А. Наклеенная на бумагу. Я думал, там клей какой-то специальный. А, типа вот это белое снимается, да? Да. И надо кисточкой куда-то поправить, да? Ну, я не кисточка, я тут бамбуковая палочка. Заточено, да? Угу. Надо, естественно, делать быстро, потому что если это, Ну сюда да, она высыхает. порвется. А что лучше, когда рисует или как декаль? Тебе как больше нравится? Мне больше декалями нравится. Ну, более Потому что корректно. все равно, как бы хорошо ты не рисовал, так ты не нарисуешь. Клеим номер. Угу. Вообще, да, вот на будущее, мне кажется, тебе надо какие-то пасхалки в номер закидывать.
Типа там название своей же группы, короче, тоже. Если это, конечно, возможно. Да все возможно. Ну так, чисто. Просто если брендировать, я думаю, всегда круто. Так люди тоже на заказ делаешь, потом бац, там буквально где-нибудь внутренних твоих уровней. Ну, тоже, да, неплохо. Соответственно, и не бросать, таком желтый, что ли. Мы переходим к задним фарам. Ой, к задней оптике давай, чтобы Да. никто не придирался. Что это не фары. Фонари, да. Короче, к задней оптике. По сути, заднюю оптику именно на Ниссане проще делать кисточкой, да? Ну да, типа, вырезать эти кружочки. Проще так нарисовать его, да и все. Колеса видел? А, понял. Мне не нравится. Я не очень. Ну, там проблема в том, что у них из всего набора есть, например, там 2-3 пары хороших, да, а остальное такое себе. Ну да, если выходит, ты берешь за 2000. Три пары там или 2, грубо говоря. Поэтому, не знаю, мне не нравится. Это белый фонарь, да? идет? Да, да, возле номера, который. А сейчас еще на морде чуть-чуть черным добавить. Так, поворотники, да? Поворотники. Тоже их проще нарисовать, да? Ну, тут, да, просто несколько Пятнышко, слоев. всё. Краска такая полупрозрачная. Ну и плюс по втирке лак, он еще даст ей тоже цвет своего. Ну да, естественно. После лака краска играет с другими цветами. Мгм. Так, смотри, а лак опять Сейчас. Догадались, Опять да? маникюрный, да. прикол. Тоже на глаз, да? Угу. Примерно столько же. Ну да, потом лишнее назад вроде. Тут будет нормально? Разбавим. А. Так, а растворитель какой-то специальный или тот же самый? Ну, тот же, который я для того использовал, но он именно тоже для гель-лака разбавитель. Специально продается. Короче, ребят, все для вашей безопасности. Надевайте маски. Слава богу, сейчас их везде можно легко достать. Уже. Ну да. Надеваем маски. Оп. Так, короче, маски надели. Механика такая же, да? Угу. Видно, не видно. Так, а здесь надо один слой подождал, потом второй слой или как? Я одним слоем делаю. Ну, вообще, который именно модельный лак, да, его обычно в несколько слоев делают. Но у нас все нестандартное, поэтому, Чуть другие пропорции. да. Ну, конечно, на видео не видно, что там что-то пролилось. Просто чуть-чуть поблестяще стало. А ты как определяешь? Или это видно? Оно видно, где залит лак, где нет. Если где-то пропустил, оно видно будет. И так же сам сушим, как первый слой мы сушили. Ну, так же, по 2 минуты с одной стороны, по 2 с другой, да? Ну, я даю минуту сверху снизу и потом по 5 секунд со всех сторон еще прохожу. И чтобы проверить, высохло или нет, лучше, конечно, пробовать изнутри, чтобы не испортить сверху покрытие. Вот если изнутри не липнет, значит все Можно нормально. рискнуть снаружи потом. Да, Ну, а если вы отпечаток оставили, вы переделаете все заново. да, все полностью. Капец. Вот видишь, цвет чуть поглубже стал. Зеленый такой, более зеленый стал. Рядом был больше желтизны вроде. Мгм. Так. Ну, он переливается, вот у него желтый, зеленый и фиолетовый. Так, идет процесс подбора колес. Так, короче. Ну, собственно, есть либо обычные тэшки шестиспицевые,
Либо да? такие. Ну, блин, кстати, все подходят. Так, вот эти, по сути, классика, да? Мгм. Ну, это не знаю, уже скучно как-то такие ставить. Они везде, где только можно. Ну да, и если их ставить, их, по сути, можно ставить даже черными, конечно. Мгм. По сути, делать ничего не надо. Так, ребят, мы, короче, что сделали? Мы написали в телеграм-канал, какие колеса нам выбрать. И нам тут ребята подсказали. Короче, все почти единогласно выбрали вот эти вот колеса. Также, я думаю, ты также будешь такие штуки делать у себя в группе, да? Да. Поэтому, ребят, ссылочка на группу Можно будет в и описании. Подписывайтесь, если хотите участвовать, скажем так, в интерактиве кастома. Красим дальше колес маркером. Так, Золото. Маркер специально, да? Ну, он так и называется. Хром, типа. Ну, у меня есть именно хром. Угу. Вот. И есть золотой. Короче, колеса именно проще маркером красить, да? Ну, если эти два цвета, то да. А если что-то там какие-то черные цветные, то также из аэрографа я крашу. А держится хорошо этот цвет? Угу. Пальцами не трогай, да? Да. Не, ну золото, кстати, нормально. Он быстро высыхает довольно-таки и держится. А вот хром обычный, который, он очень долго сохнет. Конечно, по сути, просто вот так сверху по пластику проходишь, Мгм. и все готово. Прикольно. Так, ребят, последние штрихи. Ваши колеса покрашены, которого вы выбрали в группе. Мгм. Ну, стильно, модно, молодежно. Ну, золото, конечно, да, смотрится выигрышно, потому что черный как раз посередине. Контраст такой хороший создается. Ну, а просто черные они потеряли. Ну мне да, кажется. Снимем старые, подойдут ли, посмотрим, подойдут ли родные оси на эти колеса. В плане экономии, да? Ну да, ну обычно я всегда так и делаю, вот родные оси снимаю и на них же ставлю потом колеса. Так, а ты просто поддеваешь их, да? Не, обрезаю здесь вот эти А, покажи, лапки, да. которые обрезаю их просто и все. Вот. Ну это хорошо на мэне, они пластиковые. Угу. Взял, обрезал и все, и никаких проблем, колеса снял. А если железный, то А с надо- премом, конечно, уже надо пилить, да. Так, сейчас что делаем? Обрезаем ось. Ой, я это делал. Так сложно, когда у тебя нет специального оборудования. Да, чтоб не улетело еще никуда. Да, у меня все разлеталось по кругу. То есть, с одной стороны, отрезал шапку, да? Ну, с двух сторон вот шляпкой с двух обрезал. сторон даже. Да. А зачем с другой, может, с одной? А колеса как ставить? Они же надеваются-то сверху. Тут же не сквозная дырка. Вот они вовнутрь. А оси маленькие эти. Уже не пойдет, можно вторую не резать пока. Так, какая, короче, специальная ось, как они там называются? Да это обычные прутки, это не составные. А, которые. составные. У Мгм. меня составные. А, ну если обычные, то понятно. Тогда просто их То же подгоняешь. самое. Да. Тоже маленькие? Не-не, я по ширине смотрю, что. Ну вот, здесь уже нормально, плотно сидит. Угу. Потому что это вот родная ось. Ну вот она не держится на ней. Она тоньше получается, чем отверстие здесь в колесе. Так, и еще момент. Ось, когда откусываешь, Угу. у них остается вот острый край, раздавленный как Спасибо. будто. Вот, соответственно, он разлазится в края, ну, в бока, и в колесо такой край не влезет. Поэтому нужно их обтачивать. Вот как здесь, это уже обточенное. А чем оттачивать? А вот сейчас покажу. Крайне тоже для ногтей, да? Нет, это уже обычный. Вот я купил для ногтей, вообще фигня полная. Ну, он-то рассчитан на более мягкое. 600 рублей, что ли. Так, и можем сразу сделать выхлоп. Ой. Так, а вы тут красить хром будешь? А он уже хром. А, уже покрасили. Сами трубки везде хром. Это просто наконечники у них цветные, вот видишь? Что, наконец, зачем-то? Ну, вообще это для проводов. А, Типа сюда вставляется провод и обжимается потом. Прикол. Так, и ты открываешь старый узел. Старый отрезал. Скажи, что получилось. Нет.
И ты сейчас выпилишь и туда засунешь новый или как? Да, сейчас высверлю и туда вставлю. Так, ребят, короче, сделали маленькую дырочку, сейчас туда вставим железочку. Пластик с нее срезаем. Угу. Так, а нам нужна прям вся железка, или ты часть железки тоже отпилишь? Не, все. Я ж там просверлил, она вовнутрь просто уйдет лишнее и все. Прикольно. Вот, получается на Так, выходе. ребят, вот это... Сейчас, фокус. Так, вот это вот будущий выход. Ну, тогда получится, смотрите. Так, а не сильно ли торчит? А, сейчас примерим. Сильно, да? Ну, Да, чуть только. чуть-чуть надо. У нас же вроде не был зазор, но или как? Ну да. Ну вот, нормально, Покажи. по-моему. Ну да, смотрите, прикольно. Вот так вот, ребят, делается Вот выхлоп. всё. Офигеть, да? Просто была железка для провода, стала выхлопом. Ну и что, собираем дальше колеса, обратно на резину их ставим. Качество резины. Неплохо, неплохо. Так, короче, одеваем оси. На оси, да. О, там даже протектор есть. Угу. Прикольно, кстати, красивый протектор. Так, а как крепить их там теперь? Ты же вырезал или они будут А держаться? они же закрываются этим салоном, прижимаются. Ну, в салоне вот пазы тоже есть, видишь? Угу. Это они прижимают. О. Ну все, ЛЛК готова. Так, ребят, закончили мы кастом. Я думаю, вам понравилось. Пишите комментарии, как вам. Ребят, данная модель будет разыгрываться среди тех, кто перейдет по ссылочке в описании и выполнит данные условия, которые написаны там. Поэтому переходи, читай внимательно, участвуй в розыгрыше. И эта модель достанется именно тебе. Также в планах в группе Dead Bunny будут проходить интерактивные кастомы, примерно как у нас вот прошло это в телеграм-канале, то, что мы написали, какие колеса выбираем, только в планах, да, сделать более круто, от начала до конца. весь каст. Короче, думаю, будет прикольно, не знаю, мне кажется, такое еще никто не делал, так сказать, идея появилась случайно в ролике, но возьмем ее на вооружение и что-то сделаем, ну, точнее, ты сделаешь. Я делать ничего не буду. Короче, Эмиль сделает что-то у себя в группе по типу кастома от начала. Выберите вначале машинку, потом выберите к ней цвет, колеса, ну и все остальное. Поэтому, думаю, будет прикольно. Короче, ребят, кастомы будут разыгрываться у него еще часто, поэтому переходите, следите. Ну и также будьте активны в той группе и, соответственно, получайте всякие плюшки. Все, ребят, всем классных кастомов, хороших охот, всем удачи, всем пока-пока. Все, деды уходят.